Бывает, что на мотоциклах стекло со слишком большим наклоном. Это добавляет стремительности силуэту, но ветер беспощаден к дизайну, дует в глаза и треплет шлем. Купили вы высокое дорогое стекло от Гиви, торец начинает щекотать нос, а идеального комфорта так и нет. Часто это можно исправить, поставив втулки под верхнее крепление стекла. И обратная ситуация. Втулки под нижнее крепление стекла сделают поток воздуха более горизонтальным, и верхняя граница стекла будет чуть ниже. В одном из выпусков с советами я жаловался, что инструменты для ремонта бескамерных шин с неудобными Т-образными ручками. Раньше я отрезал торчащие ручки и делал дырку под шестигранник для экономии места. Так вот, потом Slime выпустил комплект со стандартными шестигранными наконечниками битыми. Slime рекламирует его для использования с шуруповертом, но для туристов тоже идеальный вариант, потому что у нас и так с собой есть ручка под битые отвертки. Нужно немного приловчиться. Во-первых, здесь шило с резьбой, что оказалось даже удобнее, но есть нюанс. Когда пытаешься вытащить вилку после вставки грибка в шину, нужны в идеале пассатижи или кусачки. Бывают ручки с фиксатором биты, но можно не заморачиваться. Большой силы не требуется и есть выемка для зацепа, можно хоть пальцами вытащить. Короче, это самое компактное решение для ремонта бескамерных шин, рекомендую. Есть еще компактные велосипедные наборы, но не советую, потому что там шило и бекон слишком тонкие для мотоцикла. Они часто дырку не могут загерметизировать с первого раза, и приходится весь запас бекона затолкать, чтобы воздух перестал выходить. И еще один нюанс проговорю. Шило с резьбой предназначено только для обычных бескамерных шин. Я бы не стал его использовать для тюблеса в эндуро, где внутри камера высокого давления. Такое шило нужно дальше просунуть на длину резьбы, тюблесы обычным-то шилом нужно осторожно ковырять, с резьбой еще сложнее, разве что в совсем критической ситуации. Для путешествий рекомендую обзавестись GAN-зарядкой. Во-первых, производители даже премиум техники крохобора зарядки на GAN-транзисторах по размеру почти всегда меньше оригинальных. Но основное преимущество в том, что одна маленькая зарядка питает и ноутбук, и телефон, и заряжает камеру или что там у вас с собой. Бывают оригинальные зарядки для ноутбуков с дополнительным разъемом, но это редкость, и больше одного дополнительного разъема я не видел. Нет смысла возить с собой что-то еще или оставлять включенным ноутбук для зарядки всех устройств. GAN-зарядки разные, на вкус и цвет, с разной комбинацией разъемов, почти все поддерживают быструю зарядку. Плюс, если в оригинальной зарядке кабель несъемный, в GAN-зарядке можно по вкусу выбрать длину кабеля для ноутбука. Формула X – крупнейший мотоцентр на юге Москвы с мототехникой, экипировкой и так далее. Вы все это знаете, но раз рубрика советов, вот вам еще один. Разумеется, в Формуле есть почти все сетевые магазины мотоэкипировки. У сетевых магазинов в цене заложена возможность скидок, особенно на марки, где они сами дистрибьюторы или где марка контролирует минимальную розничную цену. Почти у всех сетевиков есть промокоды, которые просто нужно поискать. Иногда банальные акции, иногда что-то креативное, типа как у FlipUp, есть скидки первосезонникам, именинникам, медикам, и что удобно для меня, всегда есть скидка для мотоклубов. Вы будете удивлены, что часто можно просто заикнуться про промокод или акции и получить скидку в офлайн-магазине сетевиков. Более того, некоторые промокоды работают только в Формуле X. Например, у все тех же FlipUp волшебный промокод Формула24 на 15% не действует в других магазинах. А Формула X молодцы. Важно, что Формула X поддерживает мотодвижение не на словах, а на деле. Помимо фестивалей, это единственный торговый центр, который в таком объеме сейчас сотрудничает с мотоблогерами. Уже просто придя в Формулу X, вы косвенно поддерживаете блогеров, которых смотрите. Увидимся в Формуле. Как общий совет, постоянно оптимизируйте весь свой багаж. Например, банальная гигиена. Не надо с собой таскать большое мыло, зубную щетку и большой тюбик пасты. Мыло я на всякий случай вожу отельное, не распечатанное лежит на всякий пожарный. Зубную щетку в путешествие беру такую. Она складывается в себя, не нужно в отдельном пакете хранить, в рюкзаке с остальными вещами валяется. Зубную пасту покупаете мешок мини-паст для отелей на любом маркетплейсе и в каждую поездку берете с собой новый тюбик или два, смотря как надолго отправляетесь.
Надеюсь, вы в курсе, что в рекламе показывают выдавливание зубной пасты по всей длине щетки, чтобы продать вам больше зубной пасты, а не потому, что в этом есть смысл. По той же причине все производители зубных паст перешли на широкие горлышки, чтобы расход увеличить. Кстати, такой отельный тюбик помещается в мою зубную щетку. Не может случиться такого, чтобы тюбик от нагрузки порвался и забрызгал весь рюкзак. Большинство гидраторов продаются с голой трубкой. В жару пьешь небольшими глотками как раз воду, которая находится в трубке. Прохладная вода опять поступает в трубку, нагревается, и в итоге все время пьешь теплую воду, несмотря на то, что в гидраторе она прохладная. Купите неопреновый чехол для трубки гидратора, сильно помогает. Зимой обратная ситуация, вода не так быстро остывает. Самый кайф, если гидратор в термомешке лежит. Есть специальные, но они не всегда в отделение для гидратора входят. Можно куском тонкой термоизоляции самостоятельно изолировать карман по типу термопакета для продуктов. Ну и бонус. Для трубок гидраторов много интересных аксессуаров существует, типа быстросъемников и креплений на магнитах. Я на всех гидраторах держатели трубки переделаю на магниты. Так и трубку быстрее доставать, и можно трубопровод переложить по вкусу. Например, в рюкзаке чаще всего дрон с камерой вожу и постоянно ставлю рюкзак на землю. С дополнительными зажимами, во-первых, я трубку на одной стороне оставляю, чтобы рюкзак быстрее снимать-надевать, а во-вторых, трубка перестала втыкаться в землю, оставаясь чистой.